Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих весов, или для солнечных весов, или для лунных весов. Я напомню о том, что обычно я делаю прогнозы для восходящих знаков, но не все знают свой восходящий знак, поэтому вы можете смотреть прогноз по знаку зодиака Луны и Солнца. И по солнечному знаку я под каждым видео пересчитала даты, когда по ведической астрологии Солнце находилось в том или ином знаке. Поэтому если вы родились в те дни, которые указаны под этим видео, то вы тоже можете смотреть этот прогноз. Он будет у вас по Солнцу. Он может, конечно, не так хорошо работать, как прогноз по восходящему знаку, но тем не менее. И видеоинструкция о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, если вы хотите сами разобраться и как узнать свой восходящий знак, ссылка на эту видеоинструкцию будет сейчас по ссылке в правом верхнем углу, и ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, в нашу теплую камерную обстановку, в группу, или на составление личного гороскопа. И еще одна маленькая такая просьба, мои дорогие друзья. В последнее время YouTube очень сильно как-то испортился. Возможно, я попала в какой-то бан, потому что очень снизились просмотры, очень кардинально. И дело не только в том, что лето, дело в том, что я не первый год веду YouTube, и таких низких просмотров у меня не было. Поэтому мне нужна ваша поддержка, помощь. Поставьте, пожалуйста, лайк к видео. Если вам не трудно, можете написать какой-то комментарий, хотя бы даже просто смайлики, потому что это все помогает каналу подниматься со дна, в которое он на данный момент ушел. Тем более, что у нас сейчас впереди очень важные события астрологические, и если канал в таком состоянии, то иногда просто не приходит уведомления. Я буду выпускать видео еще в ближайшее время, там в следующем месяце, про затмение, а потом у нас на очереди годовые прогнозы. И вот, чтобы ничего не пропустить, нужно, чтобы была ваша активность тоже. И теперь давайте говорить о тенденциях сентября. Сентябрь важный месяц, кульминационный такой, в котором будут происходить важные события с точки зрения завязки какой-то, потому что у нас будет два затмения. Первое событие августовское, еще 30 августа в ваш 11-й дом гороскопа зайдет Меркурий, будет там до 15 сентября. Меркурий в целом как планета коммуникации, я всегда об этом говорю, он дает нам какую-то информационную повестку, связанную с тем домом гороскопа, в который он заходит. И Меркурий у нас заходит в дом, связанный с сообществами людей, с группами людей, но это не близкий круг общения, это люди, с которыми мы пересекаемся временно по каким-то интересам. Например, группа людей, куда вы ходите на тренировку, группа людей, куда вы ходите, например, там ребенка отдали в сад, родительский комитет какой-то. И Меркурий создает такую информационную повестку, то есть появляется какая-то активность, общение с такими группами людьми, также необходимость выяснять информацию про различные счета, возможно, там перевыпускать карточки, открывать какие-то счета, интересоваться какими-то накоплениями, депозитами и так далее, общаться в группах людей, возможно, разговоры про повышение зарплаты, про повышение уровня дохода. Эти разговоры могут, кстати, у вас даже быть с руководителем. Руководитель в целом может у вас запрашивать какую-то информацию о результатах работы и говорить с вами о перспективах в работе. Также этот транзит Меркурия указывает на то, что может быть у вас появление в каких-то учебных группах новых друзей, новых знакомств. И еще есть тенденция на то, что вам на счет могут приходить какие-то мелкие суммы из-за границы, могут приезжать друзья тоже из-за границы или из другого города. И следующее событие, 7 сентября, будет лунное затмение, которое откроет осенний коридор затмений. Лунное затмение будет в вашем 5-м доме гороскопа в знаке зодиака Водолей. Как всегда, отдельно про затмение я сниму еще одно видео, в котором подробнее расскажу, в каких градусах, какое созвездие будет у нас. Очень интересное созвездие будет в это затмение.
И если задеваются там планеты, какие градусы, надо посмотреть, какие будут результаты. Но в целом затмение в 5-м доме гороскопа, результат затмения до полугода у нас проявляется, если вы помните, может затрагивать темы детей, деторождения, поступления на учебу, создание какого-то своего продукта, начало какого-то творческого хобби, влюбленности. То есть это может быть беременность, это может быть рождение ребенка. Затмение в 5-м доме гороскопа кому-то из весов может давать появление домашних питомцев. Но потом подробно еще об этом поговорим. 13 сентября в ваш 1-й дом гороскопа заходит Марс. И Марс в вашем 1-м доме гороскопа будет до 27 октября. Вообще транзит Марса по 1-му дому гороскопа может в вашей жизни создать такой эффект, как другие люди могут настоятельно пытаться с вами как-то законтактировать, допустим, знакомиться кто-то может кто-то вас условно так преследовать, не давать вам прохода, может там писать, или просто кто-то с вами познакомиться. Также ваши партнеры по браку и личной жизни, либо коллеги по работе, коллеги по какой-то команде могут настойчиво от вас чего-то требовать каких-то решений, ответов на свои вопросы. То есть другие люди могут вас даже немного раздражать своим повышенным вниманием. Кроме этого, транзит Марса по 1-му дому гороскопа – это такой период, когда мы можем ходить и записываться на разные такие процедуры, сдавать анализы, кровь, там больше резать, жечь, колоть, может быть даже кому-то придется самостоятельно такие вещи, например, там кому-то проколоть комплекс уколов и так далее. И еще Марс в 1-м доме гороскопа склоняет к решению вопросов, связанных с недвижимостью. Возможно, будут актуальны темы, где жить или куда поехать. Также транзит Марса по 1-му дому гороскопа в целом может указывать еще на то, что ваши родители могут тоже на вас как-то влиять. И вообще вы будете в этот период вкладывать деньги в свое развитие, в свою внешность. Но больше это касается, знаете, такой формы, придать форму, выточить какую-то скульптуру. Вот это на самом деле, если кто-то, например, мог бы заказать портрет свой или какую-то свою такую статуэтку, что-то такое, вот это вот очень по этому транзиту Марса по 1-му дому гороскопа. Какую-то фотографию такую, знаете, памятную, фотосессию устроить себе, тоже может быть такое. Ну и вложение денег в себя и моделирование и скульптурирование своего тела по транзиту Марса по 1-му дому гороскопа. А с 14 сентября по 9 октября хозяйка всего вашего гороскопа Венера зайдет в ваш 11-й дом гороскопа. И вот это тоже про сообщество. 11-й дом – это сообщество людей, награды, достижения, накопления, подарки, счета. И транзит управителя всего нашего гороскопа показывает, куда мы сами направлены в этот период. И это период, на самом деле, транзита управителя всего гороскопа по 11-му дому. Это очень даже неплохой период, потому что он может давать исполнение желаний, нашу ориентацию в будущее и построение планов. То есть мы можем в этот период как-то свои планы перекраивать, выстраивать, входить в какие-то новые круги общения, приятные, потому что это Венера идет по 11-му дому гороскопа. В целом, может быть, какие-то подарки в этих сообществах тоже, да, заходите в сообщество, и вам там какие-то приятные подарочки дарят. Вы тоже, опять же, направлены на то, чтобы, может быть, счета там переоформить, открыть, закрыть, предпринимательство у кого-то, изменения какие-то внезапные в жизни друзей, и вы можете быть направлены на поддержку друзей, на помощь друзьям, на то, чтобы с ними больше проводить времени, встречаться и так далее. А 15 сентября Меркурий зайдет в ваш 12-й дом гороскопа. Меркурий в 12-м доме гороскопа, знаете, такой может, ну, во-первых, он будет в своем собственном доме, в своем собственном знаке, в знаке зодиака Дева. Это, конечно, период такого, может быть, даже выявления каких-то ошибок, связанных с другими городами, с другими странами, организация каких-то поездок, больше такое покупка билетов, покупка путевок. Есть тенденция на то, что вы можете в целом ездить с какими-то, допустим, лекциями из города в город, из страны в страну, либо самим нужно будет куда-то поехать, чтобы послушать какие-то лекции учебные, либо
писать что-то, да, ездить, чтобы что-то писать, что-то создавать. Вообще транзит Меркурия по 12 дому гороскопа, он такой немножко творческий, когда у нас просыпается тоже желание создать что-то, написать книгу, песню, курс, может быть, инструкцию какую-то. Это и в работе может отражаться. И в целом, может быть, даже тоже поиск информации такой про больницы, про санатории, про заводы какие-то, про другие города, про другие страны. Такой немножко побег от вот даже побег в область фантазии, побег в область иллюзий, может быть, немного повитать в облаках, помечтать и так далее. И с 16 сентября по 17 октября Солнце зайдет в ваш 12 дом гороскопа, и Солнце в 12 доме гороскопа указывает на большие траты денег, в том числе связанные с заграницей, в том числе связанные с другими городами, может быть, даже с благотворительностью у кого-то из весов будут деньги у вас уходить. Солнце проявит что-то, даст какое-то понимание, касающееся вашего творчества, даст какое-то понимание, касающееся, опять же, ваших поездок, путешествий, других стран и городов, каких-то иностранцев, может быть. Есть тенденция на отъезд друзей. Возможно, вы будете в этот период с кем-то из друзей прощаться. Ну и в целом, когда Солнце идет у нас по 12 дому гороскопа, это период немного уйти в себя, такого переосмысления какого-то жизненного, какой-то саморефлексии, может быть, меньше в общественных делах участия. И вот такое приглушение активности. И 21 сентября в этом же 12 доме гороскопа состоится солнечное затмение. Но солнечное затмение у нас будет такое интересное, потому что по факту оно будет в вашем 12 доме гороскопа, но Раху и Кету, ось вот этих вот лунных узлов, которые в том числе участвуют в затмении, она будет находиться на оси 11 и 5 дома гороскопа. То есть можно сказать, что у вас будет затмение в 12 доме гороскопа, но и влиять оно может и на 11 дом гороскопа. Когда происходит затмение в 12 доме гороскопа, это тенденция на ближайшие полгода на то, что здесь что-то может поменяться. А 12 дом — это дом дальних поездок, дом уединения, дом переезда в том числе. Поэтому могут завязаться какие-то обстоятельства на переезд. Эта ось связана с работой тоже, поэтому это могут быть обстоятельства, которые поменяют вам работу или поменяют что-то в работе. И еще, опять же, это касается сообществ, в которых вы состоите, то есть может смениться круг общения. Что еще важно для весов, потому что затмение в 12 доме гороскопа, затмение в 12 доме гороскопа очень часто делает нас слишком чувствительными, размягченными, и могут быть заблуждения, поэтому в первую очередь опасайтесь различных видов мошенничеств, предложений по какому-то быстрому обогащению, предложений по каким-то сверхдоходам, какие-то финансовые пирамиды. Это все, пожалуйста, все мимо. Не принимайте важных решений в период коридора затмений на такие темы. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.